Привет, друзья, Миран на связи. Со временем, как ни странно, у меня складывается впечатление, что самые лучшие отечественные группы обитают не в столице. Возможно, это потому, что плотность музыкантов на квадратный метр в Москве крайне высока, и прежде чем найти что-то стоящее, придется перелопатить кучу низкокачественного шлака. Но все же иногда попадаются интересные экземпляры, способные дать фору топовым зарубежным группам. Сегодня до нас добрался один такой экземпляр под названием «Конфликт». История этого коллектива началась довольно давно, в начале 2000-х, но первые 10 лет творчества ознаменовались обычными проблемами молодых групп, постоянной сменой составов. В 2009 году вышел дебютный альбом «Прототип». Для того времени он может быть и неплох, но сейчас остался в памяти лишь некоторых особо ярых поклонников коллектива. А начиная с 2012 года «Конфликт» путем выпуска синглов стали подводить слушателей к чему-то новому, чему-то крышесносящему. И это что-то появилось в конце 2014 и называется Transform into a Human. Самая первая мысль, возникающая при прослушивании Transform into a Human, звучит как «Черт, да это же российский аналог Fear Factory». Ну, да, как-то так и есть. Очевидно, «Конфликт» именно на них и ориентируется, но не забывают привносить что-то и от себя. А от себя они прежде всего привносят женский вокал. И это выгодно отличает «Конфликт» от множества других копий Fear Factory. Вы не подумайте, Анна в группе не только для того, чтобы отпевать эти красивые мелодические припевы, свойственные индастриалу, она еще и за всю хурму высекает скримом, что оправданно привлекает больше внимания к группе. Достойна внимания также и игра музыкантов. С гитарами все понятно, низенькие и очень звонкие семиструны, а вот ударные воспринимаются не так спокойно. В этом поле вообще очень трудно найти машинообразного музыканта, плотно сидящего на метрономе, но у «Конфликт» с этим проблем нет. Их драмер, он же основатель коллектива, отрабатывает на отлично. И радует то, что они разбавляют индустриальное молотилово среднетемповыми атмосферными бриджами и некоторыми эмбиентными вставками. Это привносит необходимое разнообразие в этот прямолинейный жанр, способный многих музыкантов загнать в композиционный тупик. А вот диск они оформили просто по высшему разряду. Во-первых, обложка. Дело рук крутейшего французского дизайнера Пьера Аллы Неди. Сам диджипак имеет интересную конструкцию, содержит помимо диска с альбомом постер с этим потрясным кавер-артом и еще один диск с бонус-треками и каверами на Fear Factory, Nine Inch Nails и Depeche Mode. Турбоиздание альбома всего за 400 рублей. Не часто такое увидишь. То есть, если вам в руки случайно попадет Transform into a Human, то ни первое впечатление от диска, ни его музыкальное наполнение не спалит в группе наших соотечественников. А это значит, мы выходим на мировую музыкальную арену, а это очень круто.
Ну что ж, Конфликт являются отличным примером того, что за прекрасным результатом стоит не только удача или деньги, а в основном упорство, верность своим музыкальным идеям и куча времени, потраченного на группу. Именно такой ментальный багаж позволил ребятам выпустить улетный альбом. Но если вы считаете, что вы со своей группой умеете не хуже, или вы признаете, что не дотягиваете, но все равно хотите получить от нас пачку субъективного мнения, пишите нам на почту или в личку. Мы с радостью сделаем МММ-ревью и с вашим релизом. А сейчас будет очень круто, если вы поставите лайк, расскажете об этом видео своим друзьям и нет-нет, да и напишите в комментариях пару слов о ваших впечатлениях от группы Конфликт. Это вроде просто, но с другой стороны очень помогает и нам, и музыкантам из выпуска. С вами был Миран. До связи.